Что? Разыскивается Синдбад. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, ладно, мне ж по идее сейчас к Бурису и Кокетре, которая переоделась. Ой-ой-ой. О, ну наконец-то. Отправление на Гизиру. Место, в котором мы еще ни разу не были. Встреча с золотой маской по имени Дана. И даже поиск второго огня. Все это, ребята, нас уже ждет прямо в этой серии. Напомню, что предыдущая серия закончилась на словах Кокетры «Отправляемся на Гизиру». И бам, продолжение следует. Не будем оттягивать, поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы плывем на родину Зарифа и его мамы-старушки. Да, мы плывем на Гизиру. Место нам неизвестное, все, что мы знаем, там живут бедные, голодные, но мы плывем туда не помогать, мы плывем буквально спасать. Если верить полученной информации, то именно там, на Гизире, прямо сейчас находится одна из золотых масок. Девушка по имени Дана. А мы прекрасно понимаем, что если там кто-то главный из тайного общества Той Фетун, то не просто так. Нас явно ожидает один из огней. Короче, напомню, что предыдущая серия закончилась на нашем отплытии, а потом бам, продолжение следует. Оттягивать не будем, поэтому продолжаем. Ну-ка, покажите мне Гизиру. Что? Мы еще не на Гизире, мы еще плывем только, понял? Здравствуйте, скажете что-нибудь? Да что говорить-то? Днем песок так разогревается, что на нем можно яйца поджарить. Да, точно. Может быть, и вы тогда? Я люблю вязать морские узлы. Обожаю всякое вот такое. О, научите? Такелаж-шмакелаж. Чего? Что значит? Я не понял. Может, еще? Отстань ты от меня, парень. Я просто люблю свою работу. Ладно, окей. Леди Кокетра, вы что, спите, да? Прошу прощения. Да, конечно. Я могу спонсировать. Могу спонсировать. Интересно. Скинуться. Да. Ножики такие острые. Эй, Хануф, пожалуйста, полежи со мной. Подожди, чего? Еще раз. Могу спонсировать вашу экспедицию, наверное, да? Потому что она же вроде как спонсирует экспедиции всякие разные. Она снова упоминает эти кристаллы. Ну ладно, спите. Я вот знаете, что понял? Я не вижу Абди, который с нами плыл, и я не вижу Синдбада, который тоже с нами плыл. То есть вообще нигде. Может быть, надо просто зайти? Нет, сюда зайти нельзя. Стоп, что? Абди! Нет, это не Абди, это Синдбад! Эй, Синдбад, а ну спускайся. Ой, погоди, стоп, я понял. Иногда срабатывает. Эй, Синдбад! Не срабатывает, ладно. Так, вы что-нибудь скажете? Запомни, парень. Главное правило — брать с собой в долгое плавание побольше лимонов. Ладно, видимо, лучше конструктивный диалог вести, поэтому поговорим-ка лучше с Бурисом. Эй, Бурис, здорово. Поговорить? А кто? О, господи, парень. Проснулся-таки наконец, а? О, хара. Выглядишь все равно хреново. Ой. А я вот, прикинь, так и не смог уснуть. Чего не скажешь о леди Кокетре, а? Знаешь, Лолошка, я вот поговорить хотел. У тебя не бывает такого ощущения, что ты все как будто делаешь неправильно? Вот я вроде бы уже столько лет прожил, да? Но с тех пор, как мы, так скажем, сплавали на Шахтерске... Блин, я даже не знаю, как тебе сказать-то правильно. В общем, я хотел тебе рассказать кое-что и... Эй, капитан! На подходе, капитан! Да, черт подери, хара! Я тут, знаешь ли, откровениями занимаюсь, а ты... Брысь отсюда! Простите, капитан. То-то же. Лолошка, тебе в любом случае спасибо. Давай-ка, ты, наверное, буди леди, а я пока этого спущу. Окей. Эй, Синдбад, давай! Эй, ты, Синдбад! Ты, а ну нифига спускайся! Да, сейчас! Ой. Так, а подожди, Кокетра от этого не проснулась? У меня вопрос. Реально, просто взяла и не проснулась. Эй, леди Кокетра, я прошу прощения, стоп.
Погладить? Что? Погладить? Лолошка, ты чего это делаешь? А я ничего. Доброе утро. Ой, Доброе, что это у меня в доброе. руках? Надо убрать. Ой. Здравствуй. Доброе утро, леди. А ты смешной, Синдбад. Ой. Ну ладно. Так, вот. Надо было, знаете, с Дерека взять тоже. Ой, кстати. Стоп, не поняла. А где Абди? Опа. Слушайте, леди Акетра, тут дело такое. Абди, он попросил его высадить у мыса Хэтентепа. Я ему, если что, верблюдов-то оплатил, Донара, вы это, не переживайте. Нарсафар у него при себе не пропадет. Нет, стой. В смысле, в смысле ушел? Ничего не понимаю. Ну, леди, разбаловали. Он твердил что-то про то, что он и так слишком много себе позволяет, что от него нет толку. Ну, вот знаете, вот это вот, что он обычно говорит, что абдам такие вещи непозволительны. Хотя, блин, если так подумать-то, в чем-то он ведь прав. Эй, Бурис, что происходит? Да я знаю, я знаю. Я уже и сам привязался к худому. Хара ему во все места. Вообще, я же шучу, ребят. В общем, ребят, он в безопасности. Скорее всего, уже даже в Нарфанисе. Да, неприятная история. Ну, вообще, как бы... О! Ребят, смотрите! Приплыли! Что? Подожди. Короче, Абди просто ушел без разрешения. Фу. Это пахнет как... Я знаю. Как хара. Да, пахнет как Гезира. Ой. Что? Бурис, ну вот надо тебе все испортить. Ну, как Ладно, есть. друзья, взяли оружие и на поиски! Да. Боже мой. Леди Акетра, скажите ко мне на чистоту. У вас нет плана, да? Что? Плана? Ну, вообще, в прошлый раз никакого плана тоже не было. Вот я и подумала, О, что... господи. Так, господи. Леди Акетра, вы же понимаете, что здесь у нас из зацепок только Тоев и Тунсы в отравленной части Гезира, а? Блин, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Надо осмотреться, поискать зацепки. Встретимся здесь, ну, давайте через 2 часа. Хорошо. Ты, если что, Лолошка, идешь один. Ты, Синдбад, я... В тебе я тоже не сомневаюсь. Ты у нас этот, мастер-скрытник, так что тоже иди один. Я один? Но слушай, я просто... Отставить, Синдбад. Иди давай. Да, ладно. Хорошо, пойду один. Леди, я побежал. Удачи, Синдбад. А к тебе, Бурис, у меня вопрос. Чего это ты так раскомандовался мной, а? Ну, леди Акетра, потому что в прошлый раз мы все чуть не погибли. И я уверен, что нам просто невероятно повезло. Вы, между прочим, не хуже меня все это понимаете. Но, тем не менее, ваша тяга к приключениям пересиливает рациональность. Ну ладно, угомонись, я поняла. Что мы делаем-то сейчас? Ну... В общем, сейчас Лолошка осмотрится в городе, а мы с вами, Акетра, пойдем к одному моему знакомому. Надо поговорить. И, кстати, вас бы... переодеть бы. Что? А почему это меня переодеть? Что не так? Да ничего, кроме того, что ваше платье стоит дороже, чем вся эта дыра. Оу, ну вообще не думала. Слушай, да, Лолошка, ты иди-ка, я справлюсь. Правда. Ну давай, Бурис, веди. Ага, так, сейчас, погодите-ка. Салаги, что? собрались! Да, капитан. У вас у всех свободное время. Разошлись! Ура! Как же всем нравится отдыхать. Как же всем нравится. Подожди, а я что-то и забыл то, что мы с Дерека не взяли. И хотя мне показалось то, что мы его брали. Ладно, короче, что-то я позабыл. Куда они? Стоп, что? Переодеться, да. Так, ну добро пожаловать, ребята, на Гезиру. На карте смотрится как маленький город и все. Стоп, еще город есть. Так, понятно. Тут есть какой-то домик, еще домик. Прикольно, нравится. Но в любом случае все это место надо бы осмотреть. Здравствуйте. Скажите что-нибудь? Как же болит голова. Кто вообще придумал жить на острове, где с одной стороны вулкан, а с другой вонючие ядовитые озера, а? Ну, дорогой, кто-то же должен добывать вулканические породы и яд. Да разве это того стоит? Я весь день просидел с капустным листом на лбу.
голова так и не прошла. Ну, эти бедненькие, а. Жители Гизиры. Лодочка какая-то маленькая. Ну что ж, ребята, на самом деле этот сезон реально очень богат на всякие разные новые города, поселки. Мы видим то, что разработчики реально постарались. Я вот даже не знаю, куда мне идти-то. Смотри, там гора какая-то. Но... Что такое? Дети резвят. Ну ладно, пусть резвятся. Я просто думал, что они достать что-то пытаются. Ну вроде ничего. Ладно. Так вот, мне интересно узнать, что же за вулкан. Знаете, такое ощущение, что именно с этим вулканом будет связано что? Правильно, огонь. Но, так и быть, прямо сейчас я просто на него посмотрю. Я туда явно не пойду. Но подойти поближе мне явно никто не запрещает. О, тут ворота какие-то. Вау, это что, голова Роноса? Если что, Ронос, напоминаю, это один из 5 богов. Ладно, здравствуйте. Представляешь, мой муж недавно плавал в Нарфанис. Говорит, там даже самые бедные люди чай пьют. Обалдеть. Ой, да брось ты, врет он все тебе. Хочет, чтобы вы туда перебрались с ним, вот и все. Я вот на самом деле тоже так думаю. Кому мы там нужны? Бедняков и без нас там хватает. А тут вот, хоть свой дом есть. Не пьют там чай, не пьют. Поверьте мне, там пьют воду и представляют, что это чай. Ух ты ж. Е-мать! Ни хрена, ты погляди, чё? Воин, привет. Говорят, у меня тяжелая рука. Не врут. Пипец, тут прям бои. Как же мне нравится весь этот эмбиент города. Идешь в одну сторону, натыкаешься на говорящих жителей, идешь в другую сторону, натыкаешься на целую бойню. Так, а раз уж мы на Гизире, вопрос, я могу здесь торговаться и все такое? Зеливар, привет. О, реально, отношение равнодушие. Недаром у меня теперь деньги есть, ребята, я же могу реально что-то купить. Взрывное конденсированное зелье, конденсированное зелье. А что значит конденсированное, интересно? Там... Оно как-то мощнее работает. Давайте возьмем, например, вот это. Сила на 3 урона, 37 секунд. О, кстати, а вот это прикольно, я на самом деле даже возьму. И его можно стакать, вот это тоже круто. Жалко то, что я не могу посмотреть, что это за зелье. А, не, во, на Shift если нажимать, то написано. Так, это сопротивление, скорость 3-го уровня. Вау, на 2,5 минуты, да. Берем как можно больше. Прям штучек 20 на будущее точно понадобится. Иссушение фигня какая-то. Скорость атаки, регенерация, поглощение. Так, а у тебя что продается? Здравствуйте. Вау. Так, ты покупаешь песок, гнилую плоть, булыгу, а продаешь при этом... О, земля. Подожди, реально? Одна земля за 1 утен? Я реально покупаю одну землю за 1 утен? Я понял. Это очень хорошо показывает то, насколько эти земли бедны на землю, понимаете? Здесь все гребаные пески. То есть земля у них это реально очень ценный ресурс. Ладно, песок душ можно купить всего лишь за 5 целый стак. Купить, само собой. Чего? Слиток стали души за 10? Само собой! Причем очень много. Чтобы вы понимали, один такой слиток делается очень тяжело. А у меня теперь целый стак. Окей, дальше. Продавец без дел... Я прошу прощения, вы куда смотрите? Ой. Живая картошка? Эй, торговать не могу? Почему? А, могу. Так, рогатка. Могу также купить ядовитую арку. Способности. Увеличивает нанесенный ущерб на 1 больше при отравлении. Фигня. Эфирная арка. Обеспечивает увеличение скорости движения на 10%. Да, это я куплю за 20-очку. Хорошо, что у меня реально деньги появились. Подожди, а как это О, это просто съедается! Я теперь реально чуть быстрее стал, круто! Сковорода, пиратский мешок, золотой мотылек в банке. Слушайте, цены здесь очень хорошие. Ценообразование для меня очень крутое. Пузырек с опытом возьмем, по-любому в будущем пригодится. О, кальян. Кальян-то уж точно надо взять. Ну ладно, я так понял то, что у вас очень много всякого крутого говна. Если я сейчас это все буду проверять, то я могу здесь остаться на всю серию. Сейчас я не буду, так и быть, этого делать, но на будущее точно оставим этих торговцев. Мы будем знать то, что у них продаются крутые вещи по крутым ценам. Здравствуйте, поговорим? Фу, ты когда мылся последний раз? Даже сквозь ядовитые пары воняешь. До свидания. Привет. Вчера пил кофе, совсем не почувствовал его вкус вообще. Ну, естественно, ты-то что хотел? От всех этих ядовитых паров постепенно пропадает чувство вкуса. А, ну понял. То есть поэтому ты так одеваешься, да? Окей. Блин, круто, всех можно прочитать. Вот все. Тут, кстати, я смотрю, Хэтентепу, да, молятся? О, великий Хэтентеп, даруй мне спокойствие.
Эти идиоты, молящиеся красногривому, совсем уже достали. Солдаты пришли в библиотеку и начали там шуметь. О, а вот это интересная информация. Солдаты? То есть на этом острове солдаты... Стоп! На этом острове же Тойф и Тунцы, я совсем про это забыл. Реально вылетело из головы. Привет, ты что делаешь? Ой. Чё ты уставился, а? Никогда не видел, чтоб кого-то тошнило от яда. Иди куда шел. Простите. Ладно. Нет, тут все-таки молится, я смотрю, всем. Здравствуйте. Поговорим? Чё надо, урод? В Нарфанисе даже абды наглые, я посмотрю. Ну, да я ж просто пообщаться хотел. Привет. О, подайте на лекарство. Я прошу вас. Гизира меня убивает. Утенов, чтобы уехать, у меня никогда не будет. У меня астма, и местный воздух медленно губит мой организм. Я не могу работать. Помогите мне. Ух ты. Ладно, протянуть 5 утенов. Все? О, скоробей за это дали! Е! Так, слушай, кому тут еще помощь нужна? Может, тебе же? Нет? Так, тебе надо? А? У меня солдаты Амара отобрали все. У меня была корова. Был небольшой, но уютный дом. Была работа. Потом они приплыли на своих огромных кораблях, выкрали мою жену, захватили дом, увели у меня корову. Я хотел покончить с собой, но они отобрали даже мой последний нож. Я теперь буду медленно умирать от голода. Уф. Протянуть 5 утенов. Лошара! Попался! Как же легко их разводить. Ах ты козлина, а! Ну ничего, зато тебя погладим. О, тут еще один. Привет. О, прошу, помогите, помогите. Солдаты Амара забрали мою жену. Требуют за нее утены. А у меня нету утенов. Прошу, помогите. Я не знаю, что они там будут делать с ней. Ладно, протяну. О, юноша, спасибо вам большое. Я не могу принимать утены просто так. Прошу, возьмите вот это. Сейчас. Вот. Выдуватель мыльных пузырей. Ну вот, есть добрый народ. Блин, на самом деле, вы видите, насколько проработан этот город? Не хотите ли вы как-то своим комментарием сказать что-то приятное разработчикам? Заметьте, ни мне, ни монтажерам, ни художнице превью. Вы очень часто их хвалите, очень часто хвалите этих людей. Вот можете ли вы сейчас под этой серией оставить самый лучший, проработанный, развернутый комментарий о том, что вы думаете о работе, сценаристов, билдеров, собственно, текстурщиков, художников, имею в виду, программистов и так далее. Собственно, вы понимаете, что это тоже огромный труд, вот так вот взять и проработать целый город, в который, возможно, я приехал всего лишь на пару серий, понимаете? Я думаю, всем им будет очень приятно почитать комментарии. Привет! Ну, развешивают белье, конечно. Ой, муха летает. Здравствуйте. Ой, не мешай. Ты тоже из этих белолицых, да? Нет, да. Нет, у меня нет маски. Так, тут у нас ничего. Привет. О, что? Знаешь, я бы давно уже уехал отсюда. Да вот жена не хочет. Ладно, иди отсюда. Что? Разыскивается Синдбад. Знак Тойф и Туны. Да, муха, пошла вон отсюда. Кыш. Стоп. А если он куда-то ушел, то это не очень хорошо. У меня так болит голова в последнее время, блин, не могу просто. Ну так, что ты хотел? Ветер? Восточный ветер всю последнюю неделю. С токсичных прудов вот и воняет. О, надо уезжать отсюда уже. Ой. Что? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Подожди, куда его ведут? Еще один нищий. Мне очень интересно узнать, куда его ведут. Господи, тут реально везде разыскивается Синдбад. А почему? За что он разыскивается? Погоди. Блин, я даже не знаю, мне лезть на это? Наверное, все-таки не лезть. Мы же типа не палимся. Мы просто осматриваемся. Если я сейчас пойду один на рожон, то это не самая лучшая идея. Здрасте. Солдаты, и, видимо, сейчас откроется эта дверь. Ух, какая же она огромная, если вот так смотреть, сравнивать. Ты погляди, а. Ты просто погляди, что происходит. Обалдеть. Привет, ребята! Какие красивые... Слышь, а это не тот, которого видели с пленником, а? Ой. Слушай, да он похоже, Ой. да? Ага.
Эй, ты! А ну А? стоять! Что? За что? А! Бляха, бляха, бляха! Ну его нафиг! Стой, Бежим или отсюда! бога Так, фараона! ладно. Куда ты Я не бежишь? понимаю, я Тебе не зря сбежать или не от зря? нас! Я... Боже мой! Ладно, просто бежим. Судя по этим Стой, белым штуковинам, стоять! мне действительно нужно именно сюда. Так, Эй, старушка. эй, ложка, Что? сюда, сюда, быстрее! Ты чего куда делаешь он на делся? Гизире, парень? Зариф-то хоть с тобой? Нет, Зарифа нет. А чё мы здесь остановились? О, пойдем, пойдем за мной. Ты единственный друг моего сына. Я спрячу тебя от солдат. Ух. Я, кстати, думал, что здесь тоев и тунцы, а здесь солдаты Амара, того самого Аль-Мухариба. Ох, сейчас сделаю тебе чай. Так, угу. Ой, ты располагайся. Вот, возьми. Ох, сынок. Если ты здесь, значит ты приплыл искать огонь. Я правильно понимаю? Что? Подожди, а ты откуда это знаешь? А откуда вы это знаете? Да, и еще раз узнать о некой Дане. Нет, старушка, огни это все детские сказки. Да, подожди, а откуда вы это знаете? Ха, я же сказала тебе, ты единственный друг моего Зарифа. Он говорил про то, что вокруг тебя много слухов про огни. Ох, а еще что ты дружишь с картографом, который их тоже ищет. И что этого картографа ищут солдаты Амара. Да, об этом я тоже знаю. Ох, да что уж там. Я знаю даже то, что будь ты обычным человеком... Не вернул бы ты моего сына с того света. Вот что я точно понимаю. Спасибо тебе, Лолошка. Спасибо. За это, знай, я отблагодарю тебя так, как умею. У меня ничего нет, кроме того, что я знаю. Сейчас, подожди-ка. О, господи, так где же она? А, вот оно. Что ты знаешь? Вот, возьми, прочитай. Ну-ка. Я уже давно живу. Знаю, что огни существуют. Один из них отравляет мою любимую Гизиру уже многие сотни лет. Нет, ты не подумай, мне не сотни лет. Мне всего 45. Просто я читала много книг про историю Гизиры. Ой, надеюсь, ты найдешь клык Роноса и положишь конец этому безобразию. Тебя в таком виде на улице, кстати, нельзя отпускать. Поймают ведь. Повезло, что ты ростом как раз с моего Зарифа. Ну, сейчас, погоди-ка. Ой, какая добрая старушка, все мне дает. Сейчас я почитаю это обязательно, но походу я сейчас надену новую одежду, да? Ага. Давай. Вот, надевай. И очки свои сними. Они тебя за километр выдадут, дурень. Ой, ну что ж вы так, вы бы меня еще ударили. Ну чего ты стоишь-то? Давай переодевайся. Что я там не видела? А, прям тут. О, мои вещи! Какого черта? Так, молот Монту. Блин, вот это выкинуть, вот это выкинуть. Так, пустотный капюшон надеваем. Штаны Зарифа. Пахнут овощами и Зарифом. Так, пустынные ботиночки. И очки снял, ребята, я без очков. Удивительно просто. Так, ну, вроде бы я переоделся. Ну вот, другое дело. Так уж тебя точно не узнают. А теперь давай, беги. Твои друзья, должно быть, тебя уже заждались. Иди. Ой, спасибо вам большое. Знать бы вас, как зовут, старушка. О, какой вы приятный. Хочу вас обнять, реально. Поговорить. Нельзя обнять. Кстати, а живет-то она в неплохом таком домике. Вы что, из богатых будете? И погодите, вы сказали, что вам 45? Выглядите на все 30. Да, вы настолько хорошо сохранились. Вот. Все, солдаты, получается, меня не заметили, да? Не нашли, потеряли. Так, ладно, что мне в итоге старушка дала? Вырванная из книги страница. Клык Роноса. Многие описывают его как белый клинок с зеленым отливом, будто бы он выкован из ауритеха. Однако, человеку не под силу выковать что-то из ауритеха. Клыку Роноса приписывают особые свойства, как и всем огням. Будучи огнем бога войны, клык несет смерть. Из клинка вечно сочится смертельный яд. Все, кто пытался к нему приблизиться, погибли. Из всех записей, что мне удалось собрать, ясно только одно. Клык Роноса и есть причина, по которой бедствует Гизира. Вау! Это просто вау!
То есть вот оно почему Гезира у нас вечно бедствует, да? Вечно у них все болеют из-за огня. Человеку не под силу выковать что-либо из ауритеха. Но у нас при всем при этом есть ауритеховые скоробеи. Не совсем понятно, как эти скоробеи влияют на сам сюжет. Откуда они вообще берутся? Что это такое, скоробеи? Я уверен, что этому есть какое-то объяснение, но... либо не сейчас, либо все-таки никогда, и это просто останется загадкой. Так, ладно, мне ж по идее сейчас к Бурису и Кетри, которая переоделась. Ой-ой-ой. Их опрашивают солдаты Амара, да? Ну, знаете, что-то мне подсказывает, что сейчас начнется что-то очень серьезное, поэтому на этом моменте я буду постепенно заканчивать. Ребята, спасибо огромное за просмотр данной серии, надеюсь, что вам понравилось. Видно, что сюжет закручивается дальше, больше. И именно такую футболку «Дальше больше» вы можете приобрести на мироходец.ру, официальный мерч-магазин по моему каналу и всем сюжетным сезонам. Ссылка в описании, доставка по всей России и СНГ. И еще, огромнейшее вам спасибо за вашу поддержку. Не забудьте, пожалуйста, про комментарий, который даже не для меня, а для всех разработчиков. Ну а для меня спасибо за лайки. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка, переодетый Лолошка и солдаты Амара Фараона. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.